You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. You've hit your fury and kept it. Всем привет, друзья! У нас первый час ночи, и я думаю, что каждый из вас сразу догадался, куда мы можем пойти в такое время. И да, мы идем на разводные мосты. Если говорить более точно, то мы идем на Дворцовый мост. Он разводится в час 10 ночи, время 10 минут первого. И, в общем, Да, лучше так пойдем. и мы, в общем, вышли из дома, вышли вдвоем. Вернулись недавно с прогулки, буквально час назад, дождя не было, все было гуд. Я даже без шапки была, сейчас хорошо хоть шапку одела, вышли, а здесь дождь. Слава богу, мелкий, надеюсь, что больше он не станет. Так что направляемся с вами сейчас гулять по ночному Питеру. У нас тут стрим идет, ребят. Пробки, где-то что-то можно проехать вокруг, а где-то даже не проехать. Поэтому и разводят ночью, потому что движение машин меньше. Да, мы один раз чуть не застряли, когда с этого... Это что был, футбол или руки... руки вверх, когда? Первый раз, когда на руки вверх были. Вот. Мы не просто гуляем. Не, мы не просто гуляли, мы как раз шли. А И... это другое, мы даже застряли, когда мы просто гуляли на том. Да, еще когда просто гуляли. Так вот, ребят, 12 ночи, первый час ночи, вот Невский проспект примерно выглядит вот так. Даже дождь. Можно подумать, что часов 5-6 вечера, но нет. Не, по машинам я бы не сказала, что это Ну да, машин поменьше. А люди все равно гуляют, все улыбаются, балдеют, кайфуют, даже несмотря на погоду. Не, если такой дождь будет, то мы сильно не промокнем. Когда у нас 2 часа будет беспрестанно капать, то наверное, все равно. Ну да, может на 2 часа ушли примерно. Ну, в общем, все, я пошел пока на стрим. Так, ребята, мы уже проходим Фонтанку. Все вокруг так светится, красиво. Как всегда, Питер, вечерний Питер. Я его обожаю. Он нереально крутой. Просто. Мы там немножечко еще стримим. Поэтому немножко тут, немножко там. Не забываем про видео. Но самое главное, то, куда мы следуем, мы, конечно же, для вас снимем. В общем, продолжаем движение, дождь не заканчивается. Вот мы уже дошли до Казанского собора. Здесь находимся. Вот ребята тут тик-ток снимают. Спасибо. Все, идем, ребята. Да. Они так загадочно стоят, отвернувшись от людей, типа, и когда люди идут, Они там тик-ток снимают. Ну, может, не тик-ток, не знаю. Так, а то, что на теплоходах, да, безусловно, есть. Даже сейчас, вот в такую погоду тоже есть. А Питер, это приедет город, как Москва, написал не я. Не ясно, это вопрос. Нет. Так, Ну, вообще, да, гостеприимно. Екатерина, взрослый 1500, детский 1200. Но точно на кассе узнаете, не пожалеете. Некрасова 14Б. Смотри, ну это получается... Некрасово, что-то знакомое. Ой, 5700. Ну, блин, 5700 это накладно. Так, друзья, все, мы на месте. Вот, ну, кстати, не так уж и мало людей. Вот люди все сюда и шли. Подсветки такой прям вдоль всего моста. Да, ребят, подсветки нету. Эх, а чё же, блин. По-моему, мы как не приезжали, всегда была подсветка. Наверное, отсюда, наверное, будем снимать. Чё. Ребята, мы Ну со да. стримом немножечко забываем про видео. Да, нам же видео снимать. О, О, смотри, все загорелось, сейчас будет подниматься. Это мы так и вовремя прям пришли. Красота. Время 1:09. Да, пора уже. Пора-пора-пам. Так, Лена, это сапоги резиновые покупайте, кроссовки белые, тут не катят.
Да, Ой, не говорили на... мосты разводятся. Сейчас люди тут пофоткаются, и потом мы поближе все Мне с этой снимем. стороны очень нравится, как выглядит дорога с фонарями. Вот, Да, да. Вообще кайф. А я чай пью с пряниками, Анна пишет. Я плохо вижу, Ваня. Не я, сделай на весь экран картинку. Судов не видно. Ну там, да, есть кораблики. А я чай пью с пряниками. Анна пишет, судов не видно. Да, судов не видно, потому что еще людей много. Хотя вон там, вон видно. Настоящим человеком. Ну, ребят, к сожалению, там, во-первых, лужи. У меня ноги уже сырые. Там много людей, как бы, и пихать туда камеру с телефоном. Правда, они и так все снимают, но все равно. Ну блин, плохо, что нету подсветки на мосту такой. Да, да. Подсветки нет, это вообще уже не та картинка, но все равно. У нас этих разводов мостов на канале, я не знаю, мне кажется, уже Да. вообще не У нас есть пересчитать. еще и видео с этого, с кораблика мы снимали. Разводные мосты с корабля, там вообще кадры шикарные. Ну не все, правда, блин. Но... А я чай пью с конфетой, не я спишет. Приятного чаепития, ребята. Все, он почти встал полностью. Сейчас еще чуть-чуть и все. Какая мощь, да? Вот видите, как там крутится. Ребята, вы бы знали, как это вживую выглядит, и когда еще подсветка, это вообще... О, кораблики поплыли. Да, кораблики уже поплыли. О, люди расходятся уже. Видите, как быстро. Сейчас уйдут немножко люди, можно поближе будет пройти. Хотя не думаю, что там сильно лучше что-то будет видно. Так, друзья, мы подошли поближе. Конечно, вообще погодка такая. Вот, ребят, смотрите, вот вы, все, кто был на стриме, молодцы. Спасибо за компанию. Вот, потихонечку поближе идем. Ну, там вообще уже людей, можно сказать, нету. Да, довольно часто. мы Летом отсюда здесь вообще опасно стоим. стоять вот там вот рядом с Но водой. мы обычно там стоим где-то. Хотя кто-то спускается даже на нижнюю ступеньку. Мы прям по ступеньке и спускаемся. А, у нас же где-то на видео есть, как мужик упал туда. Или это еще запрещен Грэмми было, не помню. Давно было, мне кажется, тут нет. Да, да, на ютубе, наверное, этого нет. Ребята, вот такая красота. Высоких судов нет, так они еще, для них еще рано, они поедут где-то через минут 40. Это туристические кораблики еще плавают. Сейчас они закончат свои рейсы все и только тогда поедут, поплывут или пойдут большие суда. Сейчас там второй, следующий мост разводится, кстати. Ну его отсюда не видно. Но потом сейчас, когда пойдем, будет видно. Обратно, когда пойдем. Подошли к реке. Мариночка, спасибо большое. Какая красота. Просто если бы еще не дождь, ребят, было бы вообще замечательно. Водичка, Лайки сделаешь? звук волны Сейчас, прикольный. не говори ничего, только такая тема. Вообще, как будто так поднялся, даже не успела понять. Ночной режим. Но Все теплоходики уплыли. да, Все, все, они все поплыли уплыли. на следующий мост. Да, там Следующий следующий мост. разводится на 10 минут позже. И как раз у кораблей обычно такая программа, что они стартуют отсюда и едут под Дворцовым, дальше там что у нас там, Троицкий или какой там, да, и в общем погнали. Могу название ошибаться, но суть, короче, понятно. Так, вот здесь кунсткамера, и там еще зоологический музей. Видео, кстати, есть на канале. А справа там Петропавловская крепость. с той Да. стороны. Ну сейчас мы посмотрим, туда дойдем. Сейчас мы решили вот сюда еще подойти. Так, долго стоит мост открытым, ты уже ответил, да? Так, на Новый год не планируете в Питер? Прям на сам Новый год или нет, но обычно мы в январе всегда ездим. Поэтому в январе, надеюсь, все будет хорошо и мы обязательно приедем. В январе обычно всегда я беру отпуск
И мы на 2 недели, как правило, здесь. 2 раза были исключения, когда заболевали. 1 раз ковидом, когда вообще я заболела. И вот в этом году, по-моему, да, тоже. Я не знаю, видно, не видно там на камере, но, в общем, там тоже разводится мост. И сзади нас тоже разводится мост. Тут уже развелся мост. Сзади нас уже должен был развести 6 минут назад. Там видно, но почему-то там одно крыло, и оно не светится. Так оно одно, я понимаю. Да, да, одно, но не светится оно почему-то. Погода, конечно. Не факт, что прям лето, может быть май, может быть сентябрь. Поедем дважды на море, то Так, точно друзья. не летом, но может быть май-сентябрь. В общем, мы идем к следующему мосту. Вот его уже видно, но на камере, наверное, еще не видно, конечно. Сейчас, когда в Питер приехали, брали с собой аптечку. Да, аптечку Так, небольшую. стрим еще идет. Небольшую брали, самое-самое нужное на всякий, не дай бог, случай. У вас хорошая Петропавловская была крепость что-то. Да, Каролиночка, мы тоже считаем, что очень прекрасная. Мы выбирали именно Так, друзья, все, мы возвращаемся уже обратно. от Пока Да, пока кораблей еще не наблюдается больших. Всякие сухогрузы, там вот это вот все. А маленькие прогулочные теплоходики все уплыли уже. Они ждут, пока разводится Дворцовый. Дворцовый мост разводится первым в час 10 ночи. Дальше следующий в час 20 и погнали. И, в общем, отсюда все эти прогулочные теплоходики начинают свой маршрут. Ну, больше их часть, скажем так. И погнали в Дворцовый и дальше на каждый раз вот, чтобы успеть. Сколько людей с зонтами, да? Я пока не чувствую, что я сырой, у меня только сырые ноги. А мне так неприятно. Неприятно? Ну, все, уже сейчас обратно дорога легче будет идти. Как-то вот где плечи или руки похожи. Какой он красивый, с подсветочкой. Так, друзья, мы решили немножко вернуться. Там грузовые пошли. Сейчас выплывет. Все, давай Так, Анна телефон. написала про 3 камеру, но это, видимо, до этого было еще когда-то. Марина пишет: ребята, если соберетесь на юг Лазаревская, я вам обещала посоветовать хороших хозяев и хороший отдых. Мы всегда туда ездим. Чтобы вы не разочаровались, если что, в личку напишу номер телефона. Мариночка, обязательно пишите. Рассматриваем Лазаревское к посещению в следующем году. Нет, это какой-то небольшой. Да по высоте, да ты посмотри, какой он огромный. Но по высоте, да, он огромный. Сейчас с товаром что-то пойдет. Поэтому, Мариночка, обязательно пишите. Анна пишет: нет, не была. Так, друзья, мы теперь возвращаемся Просто на нет, не Дворцовую. была. Про лайнер, видимо. А, Ты бываешь, спрашиваешь. ну потому что, конечно, тут там ты пропускаешь. Ну, видишь, неудобно тем, что у нас отставание идет от стрима. Мы говорим, а ребята видят только через 30 секунд, прям, по-моему. Аккуратно, ступеньки большие. А, да, здесь не ступеньки. Так, в общем, ребят, вот Дворцовая площадь. Ребят, напишите в личное сообщение, дам номер хозяев квартиры в Лазаревском от Марины из чата YouTube. Ну, вы что-нибудь в чате напишите в Телеграме. Марина только что написала. Я же А, говорю, я все, мы прочитала. напишем вам, напишем, да. Так, мы поймали огромную лужу сейчас с Катей вдвоем. Да. Вот почему еще плохо отвлекаться в такую погоду на телефоны, на стримы, на чаты, потому что все лужи соберешь. Да. Ну, в дождь вообще красиво смотрится, конечно. Было бы еще лето, дождь, это уже другой разговор. А сейчас прохладно уже. Так, Марин, я написала, но пока больше в Телеграм заходить не буду, пока стрим идет. Так, Анна написала флиппинг. Дима, смотри, он уже тоже. Мне уже все равно, по-моему. Главное, чтобы кроссовки высохли до завтра. Ну, здрасте, вот именно, они высохнут, и что, мы без Если не высохнут кроссовки, я не знаю, это будет задница. Правильно. Но Что такое слиппинг? Сейчас это в красных дождевиках. Что-то знакомое. Не знаю. Я помню, флиппер был такой дельфин. Что там? Сериал, мультик. Там песни поют. В дождевиках группа. Ребята, извиняюсь, что так прям трясет вас жестко.
Так, заходим в арку. Не знаю, ребят, слышно вам или нет. Там бандитский Петербург играет на Похоже, саксофоне. саксофон? Да, да, похоже. Некоторые ноты не попадают, но некоторые... Да, не попадает, но все равно это очень круто звучит. Здесь только что уже ребята пели гимн, снимали видео. В Да. общем, 2 час ночи, а я говорю, жизнь кипит прямо в Питере, как всегда. Эти какие все величественные здания мощные, я вообще прям балдею. Красота. Часики. Кстати, не, Чё, уже не без каждый пяти? раз так идем, когда так людей мало. Без Ух ты, 5 2 часа. Да. Ребята, вы молодцы, кто с нами до сих пор гуляет. Так, я спишь не умело-то играет. Он не я, а сам давай сыграй лучше. Ты, Вот кстати, обещал на посмотрим. гитаре сыграть, так и не сыграл ни разу. Мгм. А мы все ждем и ждем, как от Алексея стихи. Так я Ясно. тебя. Все же учатся, правильно? Да, нет, некоторые ноты он попадал очень хорошо. Где-то немножечко было не похоже, но где-то было прям круто-круто. Вообще, просто одни идем. Ну там где-то кто-то далеко идет еще. Здесь вот справа находится Смайл Парк. Тоже такая интересная локация для посещения с кстати. детьми. Для посещения с детьми Мелочи. рекомендую. Мы были уже не раз в ней тоже. Там много разных, в общем, аттракционов. 14, по-моему, разных комнат. Там и комната бабочки, и комната иллюзий, и Дом великана, дом мне нравится, великана. вообще крутая тема. В общем, 14 разных развлечений. Единственное, что цены они немножечко поднялись. Сейчас одно развлечение стоит 890. Можно взять 5 за 1990. А можно и 14 взять. Это с человека цена, естественно. 14, но за 14 цену не помню. О, кстати, музей восковых фигур, видео есть на канале, ребят. 18 плюс зал тоже в телегу куда-то кидали там раньше, не помню. Ну, в общем, Смайл Парк это с детьми, да, я думаю, что один раз посетить. Да, вообще но прям мы в него ходили, когда он еще не Смайл Парк был, как-то по-другому назывался. Мы ходили несколько раз. А, там точно, еще да, да, квест небольшой побег из тюрьмы тоже. Мы ходили. По ночам столько людей не гуляет, сколько в Питере. На разобные те же даже самые мосты. Так, Нияз пишет. А ты, Катя, сказал, Ваня, какая у меня есть гитара? да, говорил. Анна спрашивает, почему вы обычно не сохраняете эфир? Так красиво водичка бликует. Ровно 2 часа ночи. Сейчас уже после разведения мостов людей поменьше стало. А когда я говорю, шли- что все на разводные мосты, в принципе, и Да, шли. когда шли, в основном все шли не навстречу нам, а попутно с нами. И вот, видимо, все шли на мосты. Сейчас уже сразу людей стало поменьше на улице. Казанский собор. Вход свободный туда, кстати. Можно зайти попить святой водицы. Так, Настя пишет, всем спокойной ночи, я спать. Настя, давай, спокойной пока. ночи, да, спасибо огромное, что зашла. Так, видишь, Так, стрим у нас уже идет 2 часа. Ой, камеру, блин, в асфальт уронил. Блин, ну реально, Питер в любую погоду прекрасен, реально. я говорю, в любое время года, в любую погоду, в любое время суток. Такая красота просто. Всегда, короче. Утром, днем, вечером, ночью, зимой, летом, весной, осенью. А, ребят, кстати, у нас до сих пор продолжается стрим. Солнце. Всегда нереально красиво. Я к вам на пару минут спать хочу, долго по улице не ходите, зябко там. А, Вячеслав, мы уже возвращаемся домой, ходили на разводные мосты, так что не переживайте. Скоро пойдем греться. Так, это у нас И дом главное, книги. да, прекращается. Но 2 часа нас помучил, помурыжил. А как мы домой, так и здравствуйте, он заканчивается. дом книги. Так, нет, сначала я не сплю. Настя, все, спасибо вам за классный ночной стримчик. Вам спасибо. Так, секунду. Секунду, конечно, секунду, 10 секунд как раз.
Ну, какая красота. Видео отсюда тоже есть на канале. Тут из всего Питера почти есть, по крайней мере, из центрального. Центр Питера, наверное, весь. Надо вот Схожи Анна всеми Кирхе сходить. дорожками. Что-то один раз только там были с видеокамерой. Во все нет, времена 2. года. Во все такие времена года. Друзья, большой гостиный двор. Машин, смотри, как свободно. Да никаких тебе пробок. Красота, катайся не хочу. Правда, куда? В 2 часа ночи. Тоже. Что-то летишь, как самолет? Летит, но. Прибавили след. Так, ну, Друзья, пишите в чатик, кто с нами сейчас. не стесняемся. Если кто-то новенький, давайте знакомиться. Обязательно. Это Так, в приятно. этом доме во время блокады Ленинграда с 41 по 44 год работала государственная нотариальная контора. Средняя столовая номер 1 стала, витаминный 33 год. 60. Кондитерская «Север». У них тоже много классных шедевров. Да. Книжки какие-нибудь. А у меня Алиса говорит, что у вас пока снег не ожидается. Как так, пишет мне? Ну, я же до этого говорила, что даже когда говорят, что он ожидается, не факт, что он будет. И когда говорят, что он не ожидается, не факт, что его не будет. Так же и с Так, дождем. ребят, кто смотрит ролик, это мы еще до сих пор стрим ведем. Да. Такие, наверное, Да. могут быть странные для вас включения. Да, да. Чё к чему? Не как обычно обращение к зрителю, а так. беседы. Я чисто прогулка по Питеру, 3 час ночи. Да, это начало 3-го. Что-то вокруг довольно много выпивших людей. Ага. Так кричат. Либо поют от радости, либо ругаются. Вот такая обстановочка. Так что, молчаливый комментатор, пишите. Так, торговый дом Елисеевых. Марина пишет, мы с вами, ребята. Молчаливый комментатор пишет, Пудаш. Ого, Пудаш, привет. Такие одновременно. Ого. Да, Мария пишет, просто уже все спят, по телеку смотрим. А, по телеку это хорошо. На телевизоре, да, согласен. Но тут уже, правда, ничего не двигается, потому что уже магазин закрыт. Театр комедии, кстати, здесь же находится, в этом Да, здании. вот вверху. здесь. Турандот завтра будет в театре. Так, мы подходим. Аничков мост. Аничков. Аничка, А я опять Аничков сказал. да. Блин, я знаю, как правильно, но почему-то говорю неправильно. Потому что так, не знаю, лучше звучит как будто. Вот это, кстати, во время войны закапывалось, все снималось. Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду. Вот, видите, друзья, вот эти сколы, это следы от снарядов. И посмотрите, какая красота. Ну что, друзья, время уже 2:30 ночи. Мы уже почти что дома. Вот-вот дойдем до площади Восстания. Будем заканчивать это видео. Видео получилось немножко такое, да, сумбурное. Не столько болтали с вами прямо напрямую, так как обычно, сколько вот мы слушали какие-то диалоги с нашего стрима. Но я думаю, тем не менее, это было очень интересно. И, в общем, всем огромное спасибо за просмотр. Мы, как всегда, с нетерпением будем ждать вашу подписку на наш телеграм, ваши лайки под этим видео и ваши комментарии. Все, до новых встреч. Пока-пока.
Да, все, всем пока. У нас пока еще стрим идет. Все, всем давайте. Все. Ждем комментарии. Много-много-много-много-много.